Доброе утро, друзья! Сегодня встал я чуть пораньше и решил вам показать сегодняшний рассвет. Не знаю, как будет это выглядеть, но только-только встает солнышко. Приготовлю прикормочки. Какая красота! Это просто бомба, друзья! Порыбачить. Есть. Принес колокольчик с поплавком. Сейчас повешу его. И будем заниматься лесным домиком, так как некогда здесь сидеть, ждать поклевки целый день. Вот так выглядит домик в домике. Лёш, ты встаешь? Да. А? Стою. Так, попью чайку. Алексей, я уже видел, пил чаек. Ну я попью чаю. Сахарку, правда, нету. Ну, так. Итак, друзья, вы видите за моей спиной домик, вот, который мы строим. И в середине домика стоит палатка. Как вы поняли, поставили мы ее сюда в связи с тем, что погода меняется. И, возможно, ночью был бы или дождь, а по прогнозу должен был бы дождь сегодня. Вот, и ветер сильный. Поэтому мы установили окно, как вы вчера видели. И установили здесь палатки. И установили здесь палатку. Вот. И, кстати, по поводу окон. Очень многие зрители пишут, что зачем вы устанавливаете столько окон, вам зимой будет холодно. Вот. И я хочу вам всем сейчас, друзья, ответить. Дело в том, что, как вы понимаете, жить здесь постоянно зимой никто не будет. Это первое. Вот. Второе. Когда мы выстроили ту землянку первую, там было лишь одно окошко. И я вам хочу сказать, проводить время в такой землянке, в которой одно окно и постоянный полумрак, такое впечатление, что ты находишься где-то в подземелье постоянно. И тебе хочется постоянно оттуда выбраться на свет. Поэтому, когда она завалилась, если честно говоря, я как раз в то время был на рыбалке.
я ему предложил, говорю, давай мы ее построим на светлом месте, потому что, ну, там просто в этом яру строить землянку, то же самое на том же месте, ну, как-то не перспективно, мне так казалось. И сейчас вы говорите очень многие о том, что зачем столько много окон, вам будет холодно, там не будет здесь холодно. Вот, значит, смотрите, что получилось. Вот он проем оконный, сюда мы установили раму, вот она. И вот сюда прибили планку. Точно так мы сделаем на той. Точно так мы сделали на пластиковой, пробили там ланку. Но в пластиковом окне оно теплое, там 3 стекла. Здесь, как вы видите, одно окно и одно стекло. Вот. Но дело в том, что у меня этих окон, по-моему, 6 или 8 дома осталось. Я их все прибрал. И что мы теперь сделаем? Вот к этому к окну мы вставляем вплотную еще одну раму, точно такую же. Между ними мы вставляем уплотнитель. Знаете, такой дверной обычно резиновый уплотнитель, который вставляется между ними. И сюда, к этому окну, ставим еще окно. И у нас получится стеклянный, деревянный стеклопакет двойной. Вот, друзья, вот такое вот уплотнение я купил. Вот она, видите? Вот она, двойное вот такое уплотнение. По периметру эта сторона клеющаяся, самоклеющая, вот эта вот полосочка отдирается вот так вот, и она приклеивается. То есть дерево вымывается хорошо, сама оконная рама по периметру, и к ней клеится вот такой двойной уплотнитель. И уже эти две рамы мы стягиваем саморезами. И все. И получится у нас деревянный стеклопакет, теплый. Конечно, да, это не глиночурка, которая будет, как говорится, толщина у нее у чурки 30 сантиметров. Но я вам хочу сказать, холодно не будет. И будет тепло, и мне точно так же возле окна, как многие пишут, что зачем вы возле кровати поставили, установили окно. Я вам хочу сказать, что это будет прекрасно, когда ты встаешь, поворачиваешь голову, и у тебя вот такой вот вид на море. Наша палатка, как мы ночевали. Сейчас я вам показываю. Видите, как она стоит здесь. Ну, в общем, как-то так, друзья. Так, ну что, завтракаем, да? Сейчас по кусочку съедим и так режешь и прорежешь эту. Не? Не? А ты точил этот нож хоть раз, не? Ни разу. Ни разу. Точил, надо, конечно же, подточить. Ну, мясо такое режется. Угу. Ну, оно суховатое, но мягкое, да. Если ложка нужна, ты чай будешь? Ты ешь без сахара. Угу. Да, Карлос, конечно, засранец сегодня провинился. Залез на лавочку, потом сбил крышку со сковородки. Да, за сковородки. И слышим, ночью он ищет. Уже под утро, блин. Кстати, а на сегодня ж передавали дождь. А смотри, погода какая с утра, да? Растянула все тучки. Ночь была. Я выходил ночью темная, чуть ноги не поломал. Минут 5 стоял, чтобы разлупаться, что-то увидеть. Все равно темно было. Пасмурно ночью было, темная. Закинул удочку, наверное, ну, часа полтора, наверное, назад, может, час назад. Ни одной поклевки нету, не было. Холодно, вода холодная, прям ледяная. Где хорошо, накормлю. Вкусно, да? Да куда ж ты с тарелки вытягиваешь, дурында? Она оглянулся, чтоб не забрали у него ничего. Ну, отдай хлеб. Он теперь будет думать, раз я вот так похлебаю со сковородки со стола, значит, я большой герой, и мне дадут
и то, что было в сковородке, и еще и... Не, ну наказывать надо, чтобы они не лезли на стол, это да. Но именно в тот момент, когда он залез на стол. А и потом... еще свою еду. Карлос, ты как бочонок будешь сегодня. Алексея я не вижу. Сейчас достану все свои вещи отсюда. Все. Собираю вот так палатку, друзья. Вот сюда руку вот так делаю. И вот так раз. Смотрите, хлоп. И она сама сворачивается. И аж сюда поднимается. Раз. И свернулась. Вот она. Если кто не знает. Камыш достали с палатки. И сейчас мы его кладем туда, пусть сохнет. Как нам говорили, это будет холодильник или хованка? О, закрываем, что ж тут закопали. Опа! А тут... Что он... Он и был сырой, да? Да, влажный после дождя. Водички еще сюда, наверное, да? Пару этих принести. Буничек. Так, не знаю я, сколько туда воды надо. Ну, все, я думаю, больше я лить пока не буду воды сюда. Сейчас попробую лопатой помешать. Перекопаем сначала. Один песок, такое впечатление. И глины не видно. На самом донышке показывается. Воды ей не хватило. Я переживал, что много. Ага. Так, надо за водой идти. Так, сейчас от края, от этого отгорну чуть-чуть. Сюда и водички сюда плихану и буду отсюда размешивать с этого края. Да, я думал, будет полегче сегодня. А ну смотри как. Так, ну уже вроде продвигаемся. Раствор уже готовый, Лёш, можно приступать. Какие? 17 в длину. Ну, 2 штучки среднего размера. По 17 сантиметров, да? Давай. Режу 17 сантиметров. Раз,
Сколько штук надо? 17. 17. 17. Вторая 17. Так, держи, Лёш. 2 по 17. Которые ты пилил. Опа. Это самый раствор получился такой жидковатый, да. То, что чтобы его размешать, ну, пришлось лить побольше воды, такой не хватило размешиваться совсем. Что, сюда совсем такие коротышки поставим? А потом Ну вот да. здесь перевяжем следующий. Ну, наверное, так. Так, есть 2 коротышечки готовых. 1, 2. Кривенько. Так, Лёш, что тебе еще? Какие надо? Обычные теперь, да? Принести вот таких вот длинных. Да. Так, пока сюда положу их. Говори, я тебе буду подавать. Алексей говорит, надо песочка. Так что сейчас я иду и, наверное, насею песка немножко. Ну, я вам хочу сказать, погода разыгралась в части солнышко, распогодилось, можно правильно, если сказать. Есть ведерочка одно. Опа. Так, я думаю, этого ведра одного хватит. Оп. Так, Леш, на, сыплю тебе. Не все высыпал, мешай, а то раствор какой тебе надо. Я пойду еще попробую посеять.
Так, там надо, наверное, в уголочек замерить чурочку тебе, да? Да. Да. Ну вот, смотрим, значит, здесь 31, 31. Где-то они должны быть. Сейчас я пойду сделаю 31, да? 24. Так, 31. 31. Угу, есть. Сейчас режу. Есть. Так, Леш, на. О, есть? А ну, примери ее. Пойдет? Пойдет, что доктор приписал. И заодно раствор. А, подожди, у меня сегодня есть такая функция, надо сказать слово раствор, и он появляется вот здесь потом. Функция есть. Так это Функция есть, да, только вот на 17 надо отпилить, а потом А появляется. есть вот здесь. А вот то ты не можешь сучком вниз, вот как раз бы он сюда бы вот в проем в этот залез бы. И не видно его было. Во. Ну да. Пусть будет. Ну, сейчас раствор схватится и все. Так, на 16 отрезать, да? Сейчас отрежу. Когда пытаешься вывести эту сторону, потом думаешь, а что лучше, лицевая, ну, с улицы имеется в виду, или внутренняя, что для глаза перспективней, какая сторона будет виднее. Я думаю, что в данном случае лучше вывести внутреннюю, потому что здесь это как бы, как говорят, повернись избушка лесом, к лесу задом, да. Приоритетная То сторона. есть это к лесу задом, она особо никому видна не будет. Поэтому перейду сейчас вовнутрь и попытаюсь там подровнять более-менее, а здесь могут быть немножечко неточности. Так, а что у нас? А, дальше у нас как? А, вот тут уже коротышки пойдут, да? В смысле короты? Ну, да, Сейчас, да, ну знаешь. нет, ну тут сейчас вот будет прилаживаться длинная. Вот эти вот все Ну, надо насколько сложить. длинно? Но не вывозишь же она в окно была. Нет, вот до окна. Ну, я же говорю, что вот выйти надо, плоскость сделать. Поэтому сейчас я замерю, сколько она должна быть. Вот смотрим. От угла, то, что тут будет же два окна еще, в общем, 30 сантиметров. Даже 29 я сделаю. 29 сантиметров. Вот сюда на угол связывать, перевязывать. Режу. Специально принес маркер, потому что то каким-то угольком, то царапнем, то еще чем-то. Я думаю, возьму я маркер обычный, хороший, и уже точно резать. А то наметил, не видишь, отпилил она то ли длинная, то ли короткая, не поймешь какая. Вот так вот. Есть. Ну а это, если что, будет мешать, можно чуть-чуть топором будет сбить. Ну, все равно, наверное, придется в конце концов пройтись везде. Ну конечно, ты, в общем, решил тут эту сторону. Правильно, правильно. Тем более, это ж я здесь сплю. Да, Буду не- сразу критика от тебя пойдет. Естественно. Я ж молчать не буду. Ты меня знаешь, скажу. Вот это кто тут угол ложил? Алексей. А мне дует прям в голову. Шея не поворачивается. Вот уже наш домик потихоньку преображается. Видите, уже стоит два окна, уже стены под окна
Может, мы даже и вот эту вот сегодня доложим. Если раствора хватит, а я думаю, его должно хватить. Там по окну можно выложить, и тут то же самое. Вот это вот доложить. А в следующий раз, Леш, может, мы привезем еще 2 окна и сделаем, как я уже говорил, деревянный стеклопакет. Мне кажется, что это уже на последнюю очередь, потому что нам надо сделать стены, это основная задача. Ну, в принципе, я тебе говорю за что? За то, что начинает холодать. Если мы не успеем до льда поставить или до холода, то мы сюда больше не придем, и тогда это затянется аж до весны. Рамы мы так просто сюда не принесем, тем более со стеклом. Мы их можем только привезти на лодке. Это ж сюда, тебе нужны коротышки, да, Леш? Вот сюда Ну ж. да, у нас же кверху так все время и пойдет, да? Да. Перемычка, 2 Да. коротышки, понимаешь? Так, 15, 14. В общем, сделаю 14, чтобы были, раствор сюда был тебе. Так, что, бросать раствор? Да, сюда. Сейчас, подожди, я тут его чуть-чуть перемешаю. Тут жиротковатый, где нормальный. Чуть-чуть помешаю. Еще растворчика? Так, раствор нормальный или... Не. Это хорошо. Замечательно. Опа. Сейчас перейду на ту сторону, чтобы хоть как-то подровнять. А, вот сюда еще коротышку надо. Сейчас я приду туда, ты ж сюда. А вот, смотри, коротышка. А ну-ка. Длинная, да? Да, длинная. Сейчас сделаю коротышку. Сейчас я померяю. Так. Куда ты говорил? Вот сюда, да? Коротышку. 15 сантиметров. Сюда парочку надо хотя бы, наверное, да? Хотя бы парочку. 15. Так, пошел я пилить. Парочку 15 сантиметров. Ну что там? Ну, вроде порядочек. Так, тебе раствора еще, да? Да, давай, растворчик. Ты туда что-то влажу, а то раствор мы так весь вот сюда вот промежуток, еще какую-то разруби. Там вот я видел разрубанная чурочка валяется. Вон она, вон. А ну,
Вон дальше. Или ее отпилить. Давай ее спилю. А ну. Должна быть. О, да, да, да. Влаживай ее сюда. О, отлично. Теперь я раствора туда плюхану. Вот так вот. Ох, бляха ты. Да, бей, бей, сади ее хорошо, Леш. Меньше, чтобы глины было. Разверни ее чуть-чуть вот так. Куда? Вот так. О, она так зайдет. Все, сади ее, сади. Сади, 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 сади. У нас угол так выпадет с такими. Ну, ты подправишь, оно все еще живое. Ты подправишь. Просто тут глины, ты больше, чем чурка глины получилось. Ты тоже слушаешь, что глина промерзнет, тебе будет холодно? Не, я слушаю то, что лучше положить чурку, чем глины мешать и ходить. Бревна тоже уже тягать, они уже закончились. Да ничего подобного. Там еще бревен хватит. И не только нам. Тут знаешь, сколько в лесу бревен валяется? Куда ни ступи, там одни бревна. Глина такая же ситуация. На кого он там гавкает? Непонятно. Так. А, вон у тебя еще тоненькая есть, да. Вот одна тонкая, вот вторая тонкая. Даже половиночка. Сразу ложи. Так, что, раствора принести, да? Так, сейчас я раствора принесу. Так, куда ложить раствор тебе? Куда положишь? Опа. Так, что тебе там резать, ты говори? Помери, какие там на уголочек нужны. 17. 16, 17. 16, 16, сколько тут? Одна чурка там ляжет или две? Ну, они через одну будут. Не, вообще одна. Одна. 16 одна. Хорошо, режу. Так, погуще, пореже. А ну да, мастерок, я тут замажу. Это самое, вот так, ага. Так, забирай мастерочек. Так, даю. Опа.
Сюда еще надо. Ты вот с этой вот стороны, со стороны окна замажь, чтобы она хорошо держалась оттуда растворчиком. Потому что сторона там как раз она такая ненадежная, чтобы она хорошо держалась. И вот в ту нижнюю щель тоже, вот она, хорошо замазывай. Ну окно пока не замазываю. Да пока не замазывай, мы задуем его потом, да и все. Ну, не знаю, как насчет задуема. Просто когда будем прикручивать второе, надо этот саморез выкрутить и отсюда вот так напрямую просверлить. Чик. Да посмотрим потом, будет видно, да. Вот, это она сюда. О, она вот так вот боком как раз зайдет. Да, о, отлично, вот так вот. Сразу давай туда раствора положите. Ложи. Давай, давай, бей, бей, пусть она садится хорошо. Сядет, сядет. Там раствора и мне мастерочек, и я тут замазюкаю. Вот. С моей стороны села у тебя там. Все, села у меня тоже, да. Так, что тебе там? Что мне там нет? Раствор вот еще. Чуток хотя бы. Сейчас тебе дам раствора. А сюда длинную ж надо еще тебе, да? Одну. На 33? Да. Сейчас я отрежу на 33. И не сильно толстую надо, да? Сюда закинул. Закину сюда тебе. Бляха, это тонкая будет. Та будет тонкая. Сюда бы толстую, вот такую вот. Искал. Может какой-то еще половинку. А ну подожди, подожди. Ну дай топор мне. Что, не залазит, да? Да залазит уже, залезла, толкает. Окно я. Все? Ну, да, смотри там по своей стороне. У меня тут все нормально. Ну, надо подбей, я придержу окно. Да уже ничего не надо там подбивать. Не, ну, что-то сюда. Сюда вот так вот. Оп. А ну дай мне сюда, я раствора здесь забью.
Ты уже там все, да? Ну, в смысле что? Сейчас надо подровнять. Так, Леш, свободен там у тебя мастерочек? Давай я тут замажу. Сейчас, секунду. Ага. Тут надо замазюкать сразу, чтобы на раствора. Ну давай. Ну, сейчас тут же что чуть-чуть осталось. Да. Давай, давай. Я не против. Так, щас. Осталось еще чуть-чуть. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас я здесь же заложу снутри. И сюда сейчас раствор. Опа. Я ж без очков, плохо вижу. Мне показалось, не, оказывается, было, наверное, не 14, а 11. Так, ну, в принципе... Есть такая буква в алфавите. Так, ну есть, в принципе. Вот так вот, друзья, уже. Фух. Сели немножко передохнуть. Закончились чурочки, да? Чурок нету. Надо идти туда на старую землянку и принести чурок. Ну, покуда суть-то дело. Перекусим, чаек попьем. Время уже 12 часов, мы еще толком... Не, хотя мы сегодня завтракали, позавтракали. Но сегодня ехать домой, надо уже докушать то, что и осталось, чтобы назад домой не везти. А! Карла. Аба! Гадина. Забрал, да, с руки вырвал. Смотри. Теперь отбирай, пусть надо же было в тарелку положить. Карлос, а ну отдай косточку. Уже не соберешь. Да не, он... Что, отдает? Ну пусть кушает, ладно. С утра не было ни одной поклевки. Не знаю, что сейчас. То же самое. Поплавок как висел, так и висит. И смотрите, какая красота на воде. Небольшой ветерок и волна небольшая. И я, друзья, сижу, а поклевки нету. 3 раза я перебрасывал, ни одной поклевки нету. Не знаю даже. Опа. Так, что у нас тут? Как был, я вам хочу сказать, а парыша нету. Значит, я переброшу еще разочек. Сейчас попробую. Может быть,
Сейчас днем клюнет, водичка прогрелась. Раз заброшу. Все-таки денек такой, думаю, может быть, все-таки клюнет. Опа! Есть. Хотя я вам хочу сказать, такую погоду можно и посидеть на бережку и половить. Ветер не сильный, ну не очень сильный, будем говорить честно. Ну хотя вот поднимается, только сказал, что ветер не сильный и задул. Задул. А, есть. Ну и повешу еще разочек. Может все-таки клюнет. Опа. Вот это вот хочешь забрать, да? Ну да, там тоненькие нужны будут. Так, что еще берем? Ну, надо подобрать. Вот это вот может, это вот дуб, нет? Ну, плотно. Да, да. Да, это надо взять. Разрезать. Да, напополам разрежь его, тянуть его весь. Так, ну что, беру я вот это бревнышко потолще. Хотя его обдирать надо. Ну, конечно, здесь бы топором ободрать. На поеденное. Бляха, еще и саморезом. Чтоб саморез не порвать ничего. Это небольшой. Опа. Отрезаю кусочки по 14. Так, чурочки несу тебе. Одна, ну две, по крайней мере, я думаю, хватит, да, пока? А здесь сейчас меряем 29-30. Тридцатку. Так, тридцаточка. Есть. Так, давай 30 и еще пару штук 33.
Тоненькую отрезаем Алексею на 33. Где-то тут я ее замерил. Вот она. Есть. Держи вот 33. Топором сбей сучки, если будет цепляться. Ну, тонким концом. Ты толстый туда суешь, тонкий. Попробуй другим концом. Во. Так, сейчас я замеряю сюда, какие тебе надо. Ну-ка. По 19, да? 1, 3 штуки по 19. Сейчас отрежу. Есть. Теперь тонких по 19, где я их метил. Вот они. Есть. А где там мастерок? Дай ко мне. Я обдер. Да ну, ложи. Я тут хотел просто ободрать раствор от лопаты. То, что он тут заканчивается, чтобы тебе хватило доложить. Раствора уже нету, да? Ну, еще пару бревнышек хватит. Ну может да. быть, стоит подштукатурить. Не важно. Что сделаем, то сделаем. Короче, Сегодня уже не будем бодяжить, потому что времени нет у нас. да, конечно, уже времени поздно. На, я тебе срубал. А куда ты ее? Вот сюда, Вот так, что ли? конечно. Сейчас я замерю. Тут у нас тут получится 31. Сейчас отрежу. Там как раз, наверное, осталось оттуда забросать и все, да? Да, где-то так. На последнюю чурку не хватит, да? Или наскребем там? Да нашкребем, наверное. Вот сюда надо еще в торец сразу положить чурку. Есть такая буква в алфавите. Сейчас я подготовлю чурочку. Так, и эту вот сюда. Опа. Вот так, только вот этой вот стороной ровненькой. Вот он. Нет там раствора, в торец туда стыковку, то щель получилась. Туда? Да.
Остатки всегда сладкие, как кто-то говорил. Ты знаешь, мы какую ошибку допустили? Какую? Вот это вот бревно касается вот этой. Чуть пойдет дерево или что-то будет вот это вот рушить. Надо было бы или потом срезать чуть-чуть это бревно. Можно прорезать на пилу, а можно вот Подбей чуть-чуть. Вот хорош все. Вот так вот, чтобы оно не касалось. Ну и вот так вот, друзья, сегодня мы заканчиваем наш рабочий день и нашу поездку к землянке. Вот что мы сделали и в настоящее время, как выглядит она изнутри. Вот эти стены, которые я прошел сейчас, они уже практически все до потолка уложены. И осталась вот эта вот одна стенка. Как вы видите, она еще не заложена. Что могу сказать я? Значит, задачу минимум мы выполнили в этой поездке. И, в принципе, сделали все, по крайней мере, то, что я планировал для себя, что мы сможем сделать. То есть установили второе окно, заложили там угол полностью, крайний угол под окном, заложили эту часть, как вы видите, полностью. Вот. То есть и у нас на сегодняшний день установлено 3 окна. Вот. И практически эта сторона уже выложена полностью. Задняя сторона тоже выложена полностью. Боковая сторона у нас одна выложена, будем говорить, на четверть. Ну и передние двери нужно устанавливать. И, в принципе, залаживать печь, выкладывать дымоход и закладывать вот эти вот передние стенки. Почему я говорю, что печь, может быть, в первую очередь сделать надо? Ну, так как сейчас более-менее здесь видно, хотя, в принципе, будет и видно, потому как здесь уже большие окна, света много, можно, в принципе, сначала и заложить стены, а потом уже ложить печку. Вот так вот все выглядит снаружи. Это вот камыш. Здесь под камышом у нас окна. Вот они. Одно, второе. Получилось достаточно симпатично. Видите, 2 окна. Так, ступенькой. Вот они, выложенные. Здесь, конечно, нужно сделать какие-то отливы для воды, чтобы, если будет сюда попадать вода, то просто-напросто все это смоет, разобьет кладку. Это и писали подписчики. И эта сторона у нас, видите, здесь окно. Вот здесь вот остались небольшие углы, нужно которые доложить с той, с этой стороны. Ну и вот эти вот стены. На этом, в принципе, я буду заканчивать свой репортаж и прощаться с вами. Все, до свидания, до новых встреч. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Все, друзья, пока.